Ликвидация военной верхушки России в самом сердце Москвы. Взорван человек, отвечающий за ключевые операции. Кто открыл сезон охоты на высшее командование РФ и почему в Госдуме впали в истерику, требуя мести без суда и следствия. Третье устранение за год. Переговоры сорваны и закончены. В Кремле в пух и прах разнесли план Трампа, даже не открывая папки и ничего не стесняясь, что заставило окружение Путина пойти на резкое обострение и резко осмелеть. Есть официальное заявление из США. Удар на 100 миллионов. Новейшие истребители превратились в пепел прямо в защитном ангаре. Кто этот призрак, который прошел сквозь охрану? Армия НАТО задействована внутри страны, и такого не было десятилетиями. Правительство бросило военных в самые труднодоступные районы для экстренной операции, что за невидимый враг угрожает сразу целой нации. Россияне теряют зрение, массовая пелена на глазах и пугающие симптомы по всей стране. Обычный вирус или нечто более опасное, что бьет по самым незащищенным. Врачи в замешательстве, а количество пациентов растет. Об этих и других самых главных событиях вечера понедельника, 22 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Россияне снова просыпаются под звуки победы в войне и фактической капитуляции Украины. Взрывы украинских дронов как нельзя удачно подчеркивают картину. Ночная атака беспилотников в Краснодарском крае ударила сразу по нескольким точкам у воды, и последствия оказались не точечными, а цепными. Огонь, повреждения и срочная эвакуация людей. Сообщается, что пострадали трубопровод, 2 судна и 2 причала. Экипажи обоих поврежденных кораблей эвакуировали. На причалах начались возгорания. Площадь пожаров оценивают от 1000 до 1500 квадратных метров. Кроме того, обломки сбитых беспилотников повредили трубопровод на одном из терминалов порта. Но и это не все. Украинская разведка раскрывает информацию о других ударах, нанесенных накануне. На российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар, и из строя вывели 2 самолета прямо в защитном ангаре. По версии Главного управления украинской разведки, операцию на месте выполнил представитель движения сопротивления. 2 недели готовились, изучили маршрут патруля и график смены охраны, затем проникли на объект, подожгли и спокойно ушли. Оценка ущерба до $100 миллионов. Прямой удар по военному руководству в столице. Быть российским генералом, который отдает приказы на войне, вредно для здоровья. Следственный комитет подтвердил факт взрыва и то, что пострадал 1 человек. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, могло сработать самодельное взрывное устройство под днищем машины и сработало, когда авто тронулось. От полученных травм, по данным Следкома, умер начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС-РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. В Госдуме уже предложили отомстить за смерть террориста. Кровь за кровь. Все как в светской нормальной стране. Надо выявлять и уничтожать всю цепочку тех, кто проводил операцию. Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают. Чтобы человек, идущий на это преступление, понимал, что он в живых не останется ни при каких обстоятельствах. Следком осматривает место, допрашивает свидетелей, изучает камеры, отрабатывают разные версии. Одна из них самая неожиданная – организация убийства украинскими спецслужбами. Не может быть. Но тут важна еще и статистика. Это уже 3-й ликвидированный российский генерал-лейтенант за год. Я вообще думал, что Лагерань сбили какой-нибудь, но либо беспилотники украинские. Вот. Какие действия предприняли? Пошли посмотреть? Ну, посмотреть нет, не пошел. Новости почитал, пока не было никакой информации. Вот, все остальное только с утра узнал. 2 версии одних переговоров, и похоже, что главная версия таки приближается к провалу. В Кремле раскритиковали свежие правки к мирному плану Трампа с порога и без знакомства с текстом. Именно это и стало главным сигналом. Документ еще не видели, но уже объявили, что он стал значительно хуже. Юрий Ушаков, один из ключевых внешнеполитических чиновников Путина и участник подготовки исходной версии плана, заявил, что конкретные поправки не читал, но осуждает, и подчеркнул, что его слова не прогноз. А вот спецпосланник Трампа Стив Уитков считает, что на выходных во Флориде провел продуктивные и конструктивные контакты с украинскими и европейскими переговорщиками.
Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности. Уитков обозначил общий приоритет как прекращение убийств, гарантии безопасности и создание условий для восстановления Украины, с акцентом на том, что мир должен быть не просто остановкой огня, а основой стабильного будущего. Там не збираються реально завершувати з агресією. Тиск має збільшуватись. Тому наступний тиждень, хоч це і буде тиждень Різдва, коли у світі політична робота затихає, ми все одно будемо на контакті з партнерами, з кожним, хто може допомогти нам захищати нашу державу, наших людей, нашу энергетику, нашу стійкість. А вот вице-президент США Джей Ди Венс считает, что Россия и Украина ведут переговоры по мирному урегулированию добросовестно. Как использовать войну себе на пользу? Как расположить электорат, не прилагая усилий? Отвечает Джей Ди Венс. Вице-президент США снова поставил Украину в одну строку с внутренней повесткой и сделал это максимально жестко. На фестивале America Fest вице-президент заявил, что администрация Дональда Трампа предпочитает поддерживать социальные программы для американских пенсионеров, а не направлять деньги на помощь Киеву. Мы помогаем пожилым американцам выйти на пенсию, в том числе отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что мы верим в то, что нужно чтить своих мать и отца, а не отправлять все их деньги на благотворительность Украине. И именно поэтому мы возмущены несправедливостью Тима Уолза, который позволяет иммигрантам из Сомали обманывать эту программу на миллиарды долларов. Это ложится в его прежнюю линию. Ранее Венс называл главным разочарованием на посту то, что пока не удалось заключить соглашение о прекращении войны России против Украины, но при этом говорил, что остается оптимистом и видит значительный прогресс. Также он заявлял, что Украине и России вместо войны стоит развивать торговлю и культурные обмены. Кремль снова ищет внешний след, теперь в межнациональных отношениях. Российский диктатор поручил правительству усилить меры против негативного информационного влияния из-за рубежа на нацполитику. Это оформлено как перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Правительство должно информационно обеспечить реализацию нацполитики до 1 марта следующего года. Ответственный даже назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Сам Совет проходил 5 ноября в Москве, там подводили итоги действующей стратегии и обсуждали новую стратегию до 2036 года. А вот в Беларуси, похоже, строят не очередной закрытый объект, а полноценную фабрику войны с расчетом на массовый выпуск боеприпасов и прямую связку с российскими потребностями. Об этом сообщает Билполз. С ноября 2023-го в стране реализуется закрытый государственный проект под названием «Участок». Он предусматривает создание полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов советских калибров, а конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины. Для того, чтобы начинять эти снаряды взрывчатым веществом, была закуплена специальная линия в Китае и в России. Сейчас они закупают и тринитат толуола, и гексоген они покупают в Пакистане, Иране, Китае и России. Ну, России в последнюю очередь, потому что ей самой нужно это для своих производств. Самая важная деталь. Беларусь не производит критически важных компонентов для взрывчатки, поэтому и тут попадает в зависимость от других стран. Франция задействует армию внутри страны, но речь идет не о спасении людей, а о спасении животных. На юго-западе страны военные ветеринары подключились к кампании вакцинации из-за вспышки узелкового дерматита. Это вирус у крупного рогатого скота. Шишки на коже, падение удоев, запреты на торговлю и огромные убытки. Цель – привить до 750 тысяч голов. Власти срочно докупили 400 тысяч доз вакцины в Нидерландах к уже имеющемуся запасу, а военные помогают доставлять и колоть в труднодоступных районах. На этом фоне фермеры снова выходят на протесты во Франции и Бельгии. Их злит правило «нашли очаг, режь все стадо». С июня, по данным медиа, уже забили около 3000 голов, и это накладывается на старую ярость из-за конкуренции, регуляции и сделки ЕС-Меркосур, которую многие считают ударом по европейскому фермеру. Россияне массово слепнут
После гриппа А люди по всей стране жалуются на резкое ухудшение зрения уже на 3-5 день болезни. Появляется туман в глазах, раздвоение, расфокусировка, а иногда зрение плывет через 1-3 недели после выздоровления. 24-летняя москвичка со 100% зрением рассказала врачам, что всего за 2 дня начала видеть все как в мыле. Надписи двоились, в темноте стало трудно ориентироваться, а фокусировка занимала до 5 секунд. Врачи связывают всплеск жалоб с гонконгским штаммом гриппа А. Интоксикация, воспаление и аутоиммунная реакция вызывают так называемый синдром сухого глаза. В клиниках фиксируют наплыв пациентов с середины ноября. При лечении зрение обычно возвращается за неделю-две, но вирус постоянно мутирует. Осложнений становится больше, а обычный грипп все чаще бьет туда, где его совсем не ждут. Сначала угрозы, теперь смерть. Еще один громкий белорусский оппозиционный голос навсегда замолчал за границей. В Польше внезапно умер Никита Мелкозеров, один из самых известных белорусских оппозиционных блогеров, ведущий «Жизни малины». В ночь на воскресенье 37-летнему спортивному журналисту резко стало плохо. Точную причину смерти установят после вскрытия, но контекст уже тревожный. Ранее в эфире ГосТВ Мелкозерову публично угрожали убийством. Сказать Для про таких людей, Пономаренко. как Никита Мелкозеров, мне кажется, в индивидуальном порядке нужно вводить военное положение и суд тройкой и расстрел на месте. Вот я, в принципе, готов выступить одним из членов этой тройки для того, чтобы лично эту тварь изжить с цвета. И это не единичный случай. За последний год в кругах белорусской оппозиции при загадочных обстоятельствах пропали спикер Координационного совета Анжелика Мельникова и политик Анатолий Котов. Ответов нет до сих пор. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.